Добрый день, дружок! Сегодня мы с Белочкой хотим тебе рассказать очередную сказку, а именно сказку о том, чем отличаются белочки от бурундучков. И хотя, например, в Италии этих двух грызунов считают практически одним животным и называют их даже одним словом «скаятола», между поведенческими паттернами этих зверьков целая пропасть. В чем же эта пропасть заключается? И белочки, и бурундучки на зиму запасают орешки и делают заначки. При этом белочки на самом деле обладают очень плохой памятью, и белочка никогда не помнит, где именно она спрятала свои орешки. Но так как все белочки действуют одинаково и запасают орешков достаточное количество, чтобы пропитаться на зиму, то когда наступают голодные времена, белочка находит заначку орешков, неважно, она своя или чужая, и спокойно ее кушает. Таким образом, все белочки сыты, довольны и хорошо переживают зиму. Как обстоят с этим делом дела у бурундучков? Бурундучок, когда делает заначку, он четко запоминает, где находится именно его заначка. И в случае, если при наступлении голодных времен бурундучок находит свою заначку разоренной, а это часто бывает, иногда и мишки разоряют заначку, и другие зверьки, то он не идет кушать орешки, которые запас другой бурундучок. Он находит рогатинку рядом со своей заначкой и вот так вот вешается, то есть кончает жизнь самоубийством. Не может не вызывать восторг и уважение такая позиция благородного бурундучка. Но согласитесь, в целях выживания вида и каждой белочки отдельно, стратегия белочек более продуктивна. К чему мы завели этот разговор о стратегии выживания белочек? А к тому, что эта стратегия очень хорошо бы действовала также и на российском рынке недвижимости, но при одном маленьком условии, что каждая белочка действовала бы одинаково. Например, если белочка берет на эксклюзивный договор клиента, то ей надо позаботиться о том, чтобы впоследствии иметь возможность разделить свою комиссию с другой белочкой. Например, раньше белочка запасала 3 орешка, то есть брала 3% комиссии. Но 3 орешка, они очень плохо делятся на 2. И для того, чтобы другая белочка, которая привела покупателя, не осталась голодной, приходилось придумывать иногда не совсем этичные схемы, о которых я уже рассказывала. Сейчас я пришла к выводу, что чтобы избежать всех этих негативных эмоциональных переживаний, проще изначально запасти 4 орешка, то есть заложить 4% комиссии, которую можно вполне легко поделить со своим потенциальным партнером. И если все белочки будут действовать по этому принципу, то выживаемость и каждой белочки в отдельности и всего сообщества в целом повысится. Недавно я сделала сайт «Партнерские продажи», вы можете перейти по нему по ссылке, где я достаточно четко изложила основные принципы взаимодействия со своими потенциальными партнерами. Я за плодотворное сотрудничество и взаимодействие, а не за конкуренцию. Да, кстати, вот здесь у нас сидит еще Бараш. Бараш у нас мастер дистанционных продаж, но о нем вам я расскажу в следующем ролике. Подписывайтесь на канал и слушайте сказки вместе с нами.